сидим сейчас в травмпункте. Даша свалила упала, Лучше, чем в Вероне. Нет, что здесь нашла? Называется калинка. Ну что, друзья, всех с китайским Новым годом. Капить. Так, мы тут по дороге в Милан остановились на заправке. Да, такая заправка интересная, да? Всякой разной еды полно, и сыров. Сыры, наверное, классные, да? Итальянские сыры. Паста. Классный такой магазинчик у дороги. С дисконтами с разными. Мы вернулись в Милан. Здесь идет дождь. И мы отправились в ресторан, в котором есть самая какая-то знаменитая пицца. Сейчас попробуем. Потому что обязательно нужно все-таки в Италии еще разок поесть пиццу. Здесь, как видите, с парковками вообще тоже большая проблема. Мы далеко припарковались. Родни сказал, что не будет платить за парковку. Говорит, штраф 30 евро, если номер немецкий, штраф улетит в Германию. А я его все равно, говорит, не оплачу. Тут видите, у них с парковкой как. Очень плотно все. Хотя мы не в центре вообще, не в центральной части. Вот такой ресторан. Пицца моцарелла. С хорошими рейтингами. Так, туда, наверное, вход, да? Здесь такая открытая кухня. И большой такой ресторан. Прям большой. Но он знаменитый. Вот, друзья, меню здесь. Так. Кстати, очень демократичные цены, да? Да. Прям пицца по 5 евро. А вот это что такое? Томатная паста. Да? О, блин, я бы с собой бы взял, но у меня места нет в чемодане. Пиво вон по 2,5 евро. Прям как-то это все дешево. Только дешево, прям дешево для Италии, да? Да, очень дешево. И принцесса на molto basso per l'Italia. Delle fritte non possiamo fare turistiche, solo nell'altro sì, tranne quelle. E non puoi mettere neanche un po' di salame sopra. Смотрю на цену, смотрите, литр вина стоит 9 евро. Очень даже, мне кажется, дешево прям. Так, ну что, вот уже принесли, да? А мне специально положили эту еще моцареллу. Да, я попросила так разрешение. Сейчас. Так, а вот это вот этот зепполе, какие-то штучки жареные. Ага. Вот тоже попробуем. Ну давай, пускай разрежет. А что это у него за такая, за пицца? Это жареная пицца, то есть это такой, как называется, носок. Носок называется по-итальянски? Да. А что внутри? Ух ты, блин, интересно. Просто обычная маргарита. А, маргарита, ну такая Просто жареная. жареная маргарита. Тоже, мне кажется, класс. А вот это вот зепполе. Ага. Так, сейчас я буду пробовать свою. Да. Так. Вкусно? Лучше, чем в Вероне. Нет. Но тоже вкусно. Но тоже, в Вероне просто было очень сочно. Но это тоже сочное. Но в Вероне, мне кажется, показалось просто... Но это тоже классно. В общем, я попробовал то, что вот у Родни была такая жареная пицца, которую они называют носком. Ну, тоже интересная. Тоже, ну, прикольно. Классный опыт вообще. Супер. Супер. И, кстати, вот Милан напоминает иногда какие-то российские города. Вот, центральные части. Вот очень сильно похожи. В Воронеже такие места точно есть. В Барнауле вот наподобие есть место. Я вот просто такое у меня восприятие. Вот именно в такую погоду. Вот именно архитектура и вот так вот такие дороги здесь вот так сделаны. С такими аллеями. Мы идем в магазин русских продуктов. Вот Даша здесь нашла. Он называется Калинка.
конфетки, зефирчики, книжки даже вот тут есть. Всякие. Сушки ты хотела взять? Да, сейчас я вот все смотрю. Печеньки. О, сушки. Вот сушки такие стоят 3 евро 500 грамм. Да, так, нормальные цены. Тут заграничные. Да, шоколадка, Аленка. Ого, капуста квашеная. Пельмешки. Ну, короче, обычный русский такой магазин. Наши алтайские. It's from my province. Look. My province where I born. Really? Yeah. Даша сырков набрала, да? Типа легко? Пятница. Милан. Уже 4:30. Вот такая погода. Я хоть и люблю дождь, но не такой. Что там? Вверху выглядит, как Бурж-Халиф. А, ну на Бурдж-Халиф похоже, да. Ну вот он, друзья, вот такого еще Милана. В такую ненастную погоду. Мы идем в китайский ресторан. Мы, кстати, находимся в Чайна-тауне. Ну, много что закрыто, потому что сегодня китайский Новый год. 9 февраля 2024 года. Но есть вот какие-то открытые места. Тут какие-то даже магазины есть тут у них. Так что тут место отображается как Чайна-таун. Конечно, он же не такой уж, наверное, колоритный пока что. Но вот мы пока идем. И вот центр. Здесь вот всякие оптовые магазины. Все это из Китая привозится. Может, они мелкооптовые, я не знаю. И в розницу, наверное, тоже можно купить. Вот разные тут даже ресторанчики. Вот такой тут Чайна-таун в Милане. А, вот тут уже немножко похоже на Чайна-таун, потому что, как видите, фонарики. Тут такая пешеходная улица. О, я думаю, когда здесь все открыто, очень интересно. Ну, опять же, большинство закрыто в связи с китайским Новым годом. Много надписей на китайском. Вот. Китайские динсамчики здесь. О, вот такой Чайна-таун здесь. Интересно. Интересно. Колоритное местечко, кстати. Колоритное. Такое культурное, чисто европейское. Вот такой прям европейский Чайна-таун. Магазинчики. Вот здесь-то больше открытых. Ну, как во всех Чайна-таунах, здесь китайские супермаркеты. И, конечно же, китайская еда. Всякая разная. Ну, скорее всего, она в большей степени на европейский стиль сделана. Но мы, кстати, идем в очень интересное место. Сейчас посмотрите. А вот наш китайский ресторан. Хот-pot. Итак, друзья, вот мы в китайском ресторане на китайский Новый год. Вроде не первый раз. Вот у нас хот-pot. Будем сейчас тут жарить, вон оттуда брать. Такой вот ресторанчик в Чайна-тауне. Я здесь китайского напитка себе налил. За китайский Новый год сейчас бахну.
Ну что, друзья, всех с китайским Новым годом. Happy Chinese New Year. Мы в китайском как раз ресторане в Самоварочке, в Милане. Вот этот бульон нереально острый. Даже острее, чем где бы я ни ел. Стандартная миланская погода зимой, да? В Чайна-тауне. Мы оказались в китайский Новый год. Хорошее дело. Готовят что-то китайцы. Самое интересное, вот мы спросили у хозяйки, а что ты это, китайский Новый год не отмечаешь? Ну а что, говорит, надо работать. Зашли с ребятами в китайский супермаркет прямо здесь на районе. Все абсолютно китайское, все китайские товары. Да. Кексики я ела все свое детство. Вот именно вот эти. Папа тебе привозил, да. Это очень вкусно. Так давай возьмем. Да мне еще дома не остались. Еще лежат? Да. Блин. Я из Камбоджи только привезла. Ну ладно. Во. Давай вот это вот возьмем. This is about of 1000 years eggs. You wanna try this one? Говорит, это тысячелетние яйца. Их нужно попробовать по-любому. Это очень бомбическое блюдо. Очень вкусно. Кстати, очень классный супермаркет. Прям много чего есть. И даже палочки есть. Даже палочки. Тут у них палочки, ложки даже такие тут. Китайцы. Китайская история. Ну, я Китай люблю. Так как прожил в Китае много времени. И про Китай будет много всегда роликов у нас, потому что с Китаем я связан, с Китаем у нас бизнес. Экспресс Чайна отправляет в любую точку мира любой товар. Обращайтесь. Мы сидим сейчас в травмпункте, да, шла и упала, потому что был такой дождь идет, вы сами видели, да, и приехали в травмпункт, упала. Не знаю, что сейчас там с локтем, но мне кажется, это просто ушиб, просто ей больно и все. Сейчас, наверное, сделаю просто рентген. Вот такая у нас история. Сижу, жду, смотрю на итальянский травмпункт в Милане. Мы сидим в детском отделении. Хорошо, что дальше еще нет 18. В детское отделение, вот в скорой медицинской. Идем на рентген. Так, мы на диагностике. Делаем скан. Они долго со сканом что-то там компасировали. Вообще они сказали, что типа есть перелом. Но мне кажется, перелома нет. Вот честно, вот, ну внутренне мне кажется так. Угадаю, не угадаю, не знаю. Но мне так кажется. Сейчас узнаем через минуту. Очень парадоксально сказали, вроде бы как нет перелома. Просто вроде бы как. Вот как вот, Даш, как так сказать, вроде бы как нет перелома. А как? Я не знаю, тут есть вот, друзья, есть подписчики, травматологи. Можно сказать, вроде бы как не сломано. Мне кажется, что невозможно. Вот. Сказки тут Даша читает. Родни. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva... Приехали в травматологию, к травматологу. Сейчас будет нас смотреть. Сидим в приемном травматологии. Друзья, ну вот все, вот едем уже в аэропорт. Даша, слава богу, что у нее не сломано ничего, просто был ушиб, да? Просто был ушиб, но сейчас, конечно, поболит. Ну, бывает, как бы, что, на горе, как говорится, не упасть, а в Милане упасть. Это бывает, блин, вообще, да. Все, друзья, всем спасибо. Напишите обязательно свой комментарий, поставьте лайк, подписывайтесь на телеграм Камбоджи, подписывайтесь на телеграм о недвижимости в Камбодже. Скоро будут новые видео, а я сейчас вылетаю в Россию и, скорее всего, сниму там контент, если что-то будет интересное. Если не будет ничего интересного, значит, тогда следующий контент будет из Камбоджи. Всем пока. Все, прощаемся. До свидания, Италия. Все, пока. Родни, пока.
Здесь, кстати, в этом аэропорту странная такая история. Сначала duty free, а потом только паспортный контроль. Поэтому тут можно это застрять в дьютике и потом опоздать на паспортный. Ну вот после паспортного контроля здесь тоже есть duty free. Если что, если вдруг будете, то можете брать здесь. To bene sai, è una catena ormai, scioglie il sangue.